Может ли одно слово все изменить? Как одно признание Тэхёна могло заставить Чон Чингука заплакать перед миллионами фанатов? Является ли это признаком трещины в основании, которое долгое время было силой BTS? Секретно записанный момент, просмотренный тысячами глаз и за считанные секунды ставший одним из самых душераздирающих фрагментов в истории BTS, не на грандиозном концерте, не в день годовщины дебюта, а в простой, честной исповеди Ким Тэхёна, и это вызвало слезы у Чингука. Эти слезы не были слезами победы, это были слезы утраты, сожаления и, возможно, расставания. Годами BTS были известны как единое целое, не только в музыке, но и в отношениях между участниками. Однако, когда связь становится настолько глубокой, каждая рана ощущается в разы болезненнее. В тот день, в утечке закрытого интервью, Тэхён произнес фразу, которая могла показаться обыденной для посторонних, но несла огромную эмоциональную тяжесть для Чингука и всей армии, наблюдавшей за этим. Он сказал: «Я чувствовал себя одиноким даже в толпе, а тот, кого я ожидал, был далеко неосознанно». Он не назвал имя, но его взгляд был направлен прямо в камеру. И сразу после этого, в прямом эфире, Чингук заплакал, молча, но ясно, словно это был ответ на все. Эта фраза потрясла не только Чингука, но и ударила в самое сердце фандома, который всегда верил, что Ви и Чингук – неразлучные друзья. Хронология событий началась после внутренней встречи BTS по завершению военной службы. Ходили спекуляции о грядущих проектах, от мирового тура и группового альбома до индивидуальных планов каждого участника. Тэхён находился на заключительной стадии подготовки своего нового сольного альбома. Чингук, в свою очередь, был погружен в глобальные коллаборации. Их занятость не была чем-то новым, но что-то казалось иным. За несколько недель до эмоционального происшествия фанаты начали замечать, что их взаимодействие изменилось. Больше не было совместных эфиров, шутливых комментариев в соцсетях, редкие совместные фотографии. Армии начали задаваться вопросом, но никто не предполагал, что между ними растет незаметная рана. В интервью, сидя в простой футболке и с безэмоциональным лицом, Тэхён ответил на вопрос о трудных временах в BTS. «Многие видят в нас братьев, это так. Но, как и в любой семье, иногда те, кого мы любим больше всего, причиняют нам боль, пусть и неосознанно». Эта фраза разлетелась по сети, как огонь по сухому лесу. Комментарии хлынули потоком. Кого он имел в виду? Была ли ссора? Почему именно Чингук, известный своей близостью с Тэхёном, пострадал сильнее всех? Через несколько дней после интервью Чингук вышел в эфир глубокой ночью, без макияжа, без музыки, только он, экран и миллионы армий, смотрящие в тишине. После приветствия он замолчал, а затем произнес: «Я всегда думал, что у нас все в порядке», и заплакал. Это не был театральный плач, а тихие, болезненные слезы. Он не назвал имен, говорил лишь о времени, которое упущено, о расстоянии, которое выросло незаметно, и о боли, пришедшей от того, от кого ты этого не ждешь. Фанаты сразу поняли, кого он имел в виду. Это было не просто недоразумение, это было чувство вины. Варианты теории указывали на то, что во время службы в армии Тэхён мог столкнуться с тьмой неизвестной публики, одиночество, ментальный стресс, ощущение ненужности. Чингук же был занят сольным дебютом и, возможно, непреднамеренно отдалился, не из-за злого умысла, а под тяжестью собственной ответственности. Тэхён, чувствительный и глубокий человек, вероятно, тогда ничего не сказал. Но рана росла, укоренялась, пока, наконец, не вырвалась наружу, в форме того признания. Когда Чингук услышал его, он, возможно, впервые осознал масштаб потери, которую не заметил. Но история на этом не закончилась. После этих событий фанаты со всего мира начали присылать письма, видео и слова поддержки, не обвиняя, а стремясь исцелить. Кампания Protect VOOC стала вирусной. Сообщения вроде «Поговорите, пока не стало слишком поздно, и вы сильнее вместе» заполнились сети. Корейские СМИ начали публиковать мнения. Кто-то считал это примером того, как даже самые крепкие связи могут дать трещину без общения. Другие говорили, это зрелость BTS, готовность показать боль не ради драмы, а ради искренности.
Означает ли это, что все наладилось? Не обязательно. Но это был первый шаг, сигнал того, что даже при ранах есть желание исцелиться не красивыми словами или официальными заявлениями, а настоящей совместной работой. BTS всегда говорили «мы – семья». А семья, какой бы трудной ни была ситуация, не убегает друг от друга. Но сегодня вопрос остается открытым. Изменит ли признание Тэхёна их отношения навсегда? Сможет ли Чингук простить себя? И готова ли армия к тому, что все может не вернуться на круги своя? Ясно одно – это не конец. Это новая глава, более зрелая, более эмоциональная, более человеческая. Потому что за блеском сцены и всемирно известными песнями стоят живые люди, такие же, как и мы. Люди, которым иногда просто нужно, чтобы их услышали. Но среди бушующих эмоций и лавины спекуляций важно сделать паузу и переосмыслить. Это правда? Действительно ли Тэхён произносил ту фразу? Действительно ли Чингук плакал из-за нее? Правда в том, что нет официальных заявлений, подлинных видео или достоверных источников, подтверждающих, что Тэхён когда-либо произносил такие слова. Все цитаты, гуляющие по сети, как в текстах, так и в видеороликах, это вырванные из контекста и субъективно интерпретированные отрывки, или вовсе смонтированные. Даже видео с плачущим Чингуком – это не новая запись, а фрагмент эфира 2021 года, когда он отвечал на эмоциональные вопросы о давлении славы. Видео перезалили и ошибочно связали с текущими событиями, что создало ложное впечатление. На деле, отношения между Тэхёном и Чингуком остаются крепкими. Они поддерживают друг друга в соцсетях, участвуют в мероприятиях группы и вместе готовятся к возвращению после службы. В недавнем посте на платформе Weverse Тэхён сам написал: «Мы все работаем ради будущего BTS. Подождите еще немного». Эта фраза разрушила негативные нарративы. Компания HYBE также выпустила официальное заявление: распространяемые слухи не основаны на фактах. Мы просим всех фанатов быть благоразумнее и не доверять непроверенной информации. Ни одно публичное высказывание наших артистов не свидетельствует о внутренних конфликтах. Мы должны помнить, BTS – не вымышленные персонажи, а настоящие люди с чувствами, правом на личное пространство и сложной жизнью. Распространение ложных слухов вредит не только фанатам, но и самим артистам. Представьте, что чувствуют Тэхён и Чингук, когда видят тысячи печальных комментариев о том, чего на самом деле никогда не было. Именно потому мы, как фанаты, слушатели, зрители, несем большую ответственность не превращать чужие эмоции в развлечение. Особенно если они не основаны на правде. Вывод: история о том, что признание Тэхёна вызвало слезы Чингука и разрушило их отношения, это неподтвержденный факт. Это вымысел, выросший из неправильных интерпретаций и старых видео. На самом деле, Тэхён и Чингук по-прежнему едины. Они – часть BTS, которые готовятся к новой эре. ARMY, как сообщество, всегда славились верностью и любовью. Теперь важно сохранить эту репутацию с мудростью, добротой и ответственностью за то, что мы распространяем.